Друзья, привет! В этом видео я хочу вам рассказать про моба-ферму на стабилизированных спаунерах из мода Draconic Evolution. Про эту моба-ферму я уже упоминал в прошлых видео, сейчас хочу ее подробно рассмотреть. Значит, что она из себя представляет? У нас по ограничениям на сервере, на котором я играю, доступно до 15 таких вот стабилизированных спаунеров. Здесь, соответственно, у меня установлено 14 спаунеров. Плюс один у меня отдельно под гастов, потому что они достаточно объемные мобы, и под них нужно там отдельную коробку делать. Итак, здесь вот такие вот спаунеры, значит, прокачанные максимум у меня максимально до 3 уровня, да, с помощью ядер. Стоят яблоки и звезды ада для того, чтобы спаунились эти мобы, независимо от того, нахожусь я рядом или нет, и независимо от условий внешних, то есть там ночь, день и так далее, не влияют. Так, вот здесь получается у меня 3 блока расстояния между следующим спаунером. Здесь тоже вот 3 блока. Так, здесь через один блок у меня стоит спаунер. Вот, и в форме такого куба такая конструкция. Вот. Роль вот этих перегородок заключается в том, чтобы мобы, допустим, где-то сверху не спаунились на спаунерах и не застревали, чтобы где-то здесь тоже не спаунились и не застревали. Вот именно в такой конструкции они прекрасно будут спауниться и попадать вот сюда на шип. Значит, я использую для убийства мобов алмазный шип из мода Extra Utilities. Под шип я помещаю вот такой материальный притяжатель из мода Thaumcraft. С помощью красного камня он активируется. Естественно, мы можем использовать вместо такого материального притяжателя какой-нибудь, например, притяжатель из мода Ender.io, какие-то другие приспособления, которые способны притягивать мобов. Тут все зависит от того, какие у вас, соответственно, есть моды, да, и что вам больше нравится. Алмазный шип я чарю на добычу 3, на жнец 5 и на остроту 5. Добыча, собственно, чтобы увеличивать дроп, острота, чтобы быстрее убивать, а жнец 5, чтобы выбивать души. Здесь, правда, есть один нюанс, то что вот этот шип почему-то ванильных мобов, типа овцы, коровы и так далее, души выбивает с меньшим шансом, чем, допустим, это делал бы я с мечом на жнец 5. Не знаю, в чем это может быть какой-то баг, а может быть специально так сделали. Поэтому, если мне нужны души, то мне приходится потом, соответственно, вручную их выбивать с мобов. Так, далее, значит, здесь, как видите, у меня еще Killer Joe стоят, но роль их не в том, чтобы убивать мобов, они мне никак не активированы, они просто собирают у меня опыт и превращают его в жидкий опыт. Про жидкий опыт я в отдельном видео расскажу, зачем он нужен, куда я его применяю. Сейчас давайте мы, во-первых, посмотрим, как эта конструкция работает. Я обязательно еще подсоединяю сюда рычаги, чтобы я мог управлять своей мобофермой. То есть, когда нужно, я включаю, когда мне не нужны ресурсы с них, я выключаю. Иначе может много лагов создавать на самом деле. Особенно если все одновременно включить, это очень сильно может понижать FPS и сервер нагружать, поэтому нужно с этим аккуратно. На сервере, где я играю, они немножко порезаны, даже вот эти вот модифицированы, поэтому здесь, в принципе, таких прям проблем нет, но тем не менее. Так, здесь у меня далеко не все мобы стоят, потому что это пока у меня тестовая база, вот. Но обязательно про всех мобов я расскажу подробнее, каких я использую. Давайте запустим тех, которые у меня сейчас есть. Вот я активирую спаунер и еще один давайте. И давайте где-нибудь вот еще, например, вот этот активируем. Все, как видим, у меня, значит, мобы спаунятся, нигде не застревают, пролетают спокойно. Вот здесь у меня еще стоят такие глушители звука, чтобы, не слышать их звуки, соответственно, криков там и так далее, чтобы они мне не мешали, когда я на базе чем-то своими какими-то делами занимаюсь. Вот. Дальше с помощью вакуумного сундука из Ender.io я ресурсы, вот я на этом уровне обычно ставлю, вот на уровне спаунеров верхних по центру. С помощью вакуумного сундука я ресурсы забираю. И потом шинами импорта уже откачиваю к себе в мою систему. Там и ресурсы какие-то первоначально перерабатываю, сортирую, фильтрую, какие-то в мусорку направляю, вот, которые мне не нужны. И дальше уже отфильтрованные ресурсы, переработанные, я направляю в свою целевую систему, где уже ими пользуюсь. Так, давайте еще ведьму, наверное, запустим, посмотрим, как это все выглядит. Вот такое вот происходит здесь. Вот такая здесь вечеринка у нас происходит. Все.
И когда ресурсов нужное количество я накапливаю, просто отключаю рычагами и все в порядке. Вот, ну я так иногда на ночь, например, оставляю, да, в АФК, у меня огромное количество ресурсов скапливается. Так, ну теперь давайте, наверное, подробно пойдем по мобам, каких я использую обычно, да, какие, на мой взгляд, вообще топовые мобы для такой вот мобофермы. Итак, первое — это корова. Корова мне нужна для того, чтобы получать стейки и кожу. Стейки я потом пережариваю, получаю именно жареные стейки, и из них уже делаю себе, соответственно, вот такую вот, ну, у меня такая ферма маны, да, я произвожу ману. Мне стейки прежде всего нужны для того, чтобы запитывать гурмалисы и производить ману. Ну и также, конечно, кожа много где в крафтах используется, и для варпа, соответственно, тоже нужный ресурс. Далее, значит, у меня ведьмы тоже являются крайне важным мобом. Они производят светопыль, редстоун — это самое ключевое. Кроме того, с них еще выпадает порох, паучьи глаза, еще выпадает с них там зелье лечения, еще с них выпадают пузырьки пустые, и еще с них выпадают палки. Короче, очень много ресурсов. Но самое главное, для чего я их ставлю себе на моб-ферму, это светопыль и красная пыль. Вот это два главных ресурса, которые я с них получаю. Поэтому я очень люблю ведьм. И когда начинается, и сразу после вайпа, я прежде всего пытаюсь найти именно ведьм. Они мне очень нужны. Конечно, есть много других альтернативных способов получать там красную пыль и светопыль, но вот этот мне больше всего нравится. То есть, если есть такая моба-ферма, это просто спасение. Дальше. Эндеры. Эндеры мне нужны для того, чтобы получать жемчуг. А жемчуг мне нужен в большом количестве для того, чтобы как бы много крафтить предметов из мода Ender Eel. То есть там это, соответственно, этот ресурс крайне необходим. Ну, кроме того, головы еще дропаются с них, они тоже там для крафтов каких-то используются, и просто их на варпе продаю. Следующий моб — это овца. Ну, тут само собой шерсть. Шерсть я там использую как для крафтов, так там, например, и из нее потом делаю себе лазурит, там через мод Industrial Craft, да, и через молекулярный преобразователь. Далее культист, это уже из мода Thaumcraft, да, то есть мы здесь, естественно, можем не только ванильных мобов убивать и получать ресурсы, но и вообще любых, в принципе, мобов из других ресурсов, из других модификаций. И самый топовый из других модификаций — это культист. Он дает, во-первых, эфирки, во-вторых, шмот культиста, да, которые игроки очень любят покупать, фрагменты знаний, из которых можно, например, фармить себе аспекты и какие-то знания открывать. Так, и, соответственно, пустотный металл они еще дают. Вот, это как минимум вот эти вот ресурсы. То есть этого, я уже думаю, достаточно для того, чтобы их обязательно себе постараться найти и поставить на мобоферму. Далее, визер, ну, то есть скелет-сушитель, дает черепа, из которых можно потом крафтить звезды, звезды края. Кости они дают, тоже полезный ресурс, там, например, для удобрений и так далее. И уголь, что очень круто, то есть еще и уголь мы получаем. Тоже такой базовый ресурс, который крайне востребован, в том числе там в Industrial Craft, например, для углепластика и так далее. Далее голем, ну тут вообще без комментариев, железо, да, соответственно, генерит много. И еще он дает маг. Маг, например, используется в моде Magic Beast, там он нужен для того, чтобы делать эфирные эссенции. Далее свинозомби, это золото, очень круто, ну точнее кусочки, из которых мы можем уже золото получать. Еще они дают мозги и плоть, которые используются активно в Thaumcraft. Тоже очень классный моб, прежде всего я тоже стараюсь его себе поставить. Ну, гаст, тут понятно, слезы гаста, но это уже надо оставить не на такую мобоферму, где-то отдельную коробку просто делать, там их побольше себе навыбивать и все, как бы, потом лучше их активно постоянно не включать, потому что они, ну, они просто огромные мобы, вот, и доставляют неудобства. Так, ну и какую-нибудь зараженную моб, вот я обычно курицу ставлю зараженную, с нее много разных зараженных предметов дропается, это активно используется у нас зараженный предмет, опять же, в моде Thaumcraft. Вот это топовые мобы, которых я использую обычно всегда в своих мобофермах. Также дополнительно можно себе поставить, например, ифрита, крипера, скелета, обычного зомби обычного и еще виспа. Тоже чаще всего я их себе ставлю, но это уже так дополнительно просто. Ифриты, само собой, это стержни ифрита, да, но я также, например, ифриты, в принципе, вот эти вот всякие ресурсы, типа огненной пыли, я обычно из других модификаций получаю, но в последнее время тоже стал активно использовать ифритов там, чтобы из них потом там хорошие аспекты получать, например, переплавляя в печке.
А криперы, скелеты, зомби мне нужны, как правило, для голов. Я головы с них выбиваю и дальше уже продаю там или что-то крафчу. Там для некоторых крафтов нужны именно их головы. И, наконец, виспы. Это как альтернативный способ для получения эфирок. Очень много эфирок генерят. Но просто их выигрыш в том, что они легче находятся. Легче найти одного виспа из Томкрафта, чем вот этого культиста. Культисты гораздо реже встречаются, поэтому на начальном этапе, особенно игры после вайпа, культистов достаточно сложно найти. Не всегда, не всем везет, чтобы они попались. Но через какое-то время, конечно, их души уже по серверу распространяются. Вот. Естественно, вы можете на свою мобаферму ставить там, не знаю, что угодно. Там можете еще свинюшек поставить, можете поставить там куриц, например, да, если вам какая-то продукция с них нужна. Ну, с куриц я продукцию обычно получаю, вот просто устанавливаю такую вот воронку с водой, и там, не знаю, получаю яйца и перья. А, в принципе, их мясо мне не особо-то нужно. Поэтому вот такой вот вариант. Вот, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В следующей серии я, наверное, расскажу про опыт, который мы можем с этой мобафермы получать и что дальше с ним можно делать. Рекомендуйте видео друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующей серии. Пока.